Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck и в нашу движуху гаражную. Ну что, едем заниматься нашим эвакуатором. Вам я желаю приятного просмотра, присаживайтесь поудобнее, пельмешки, печенюшки, чаек, заваривайте, все будет, я думаю, интересно. Огромное всем спасибо за поддержку, спасибо, что переходите по ссылкам наших спонсоров, также спасибо за поддержку на Boosty. Если у вас есть желание поддержать нас, то залетайте в описание, там есть ссылки, подпишитесь и будете получать каждые 2-3 дня маленькую информацию о том, чем мы занимаемся. Также не забывайте про наш телеграм-канал. Все, сейчас переодеваюсь и окунаемся со всеми силами в гараж. Пока пошился в закромах, нашел вот такие заглушки, которых нам как раз не хватает вот здесь, чтобы заглушить выходы на подушки. Вот 4 заглушки таких надо. Сейчас закручу. И у нас здесь задний контур, в принципе, готов к тому, чтобы использовать, за исключением выходов на манометры. Манометры я сегодня вклею. Решил их попробовать вклеить на герметик кузовной и надеяться на чудо. Потому что никаких креплений к нему, к сожалению, нету. Почему-то. Не знаю почему. Предстоит большая работа. Разобраться с передней подвеской. Там все сложнее еще, чем с задом. Здесь хотя бы все видно. А там вообще нет доступа. Ну, буду уже завтра копошиться, открою больше кабину туда на улицу. Либо надо донкратиться, чтобы мне можно было подлезть под машину. Чтобы там хотя бы как-то попытаться посмотреть и найти, какие там, куда идут шланги. Здесь не показывал вам, открутил я эти все клапана. Ну, там подкрасим под этими кронштейнами. Вот. Ну и потом запакуем, чтобы все было красиво. Вот он, видите, выход, который надо нам заглушить. Выгнал машину на улицу. Юра приехал с рейса, тоже веселится там с электрикой, как обычно. Выгнивают провода за неделю. Но я сюда выгнал для того, чтобы, во-первых, открыть кабину, во-вторых, чтобы был доступ сюда нормальный для нашего крана. Кран еле достал. От этого крана идут 2 трубки на подушке, одна на ту сторону, одна на эту сторону. Вот, я их отсоединил. Нам же эти трубки нужно пустить на наш кран. И потом с крана вернуть шланги на подушки. На подушке у нас есть выходы, проблемы нету. Вот они, 1 и 2. Вот, и эти выходы мы подсоединим к нашему крану. Сделаем, выточим переходнички, чтобы не ложить новую магистраль и чтобы более толстая магистраль шла на передние подушки. Это не принципиально, но зачем нам мучиться, если можно просто выточить переходнички. Вот, так что сейчас наша задача переподсоединить вот эти вот выходы с крана. Это кран уровня пола, если кто не понял. Вот там он сзади стоит. Вот это у нас идет выход на блокировку заднего моста. Но он весь отсоединен. Здесь есть только шланг, который идет к самому механизму блокировки. Он рабочий. Так что подсоединяем сейчас к этому крану 2 трубки. Там к механической ручки, и можно будет уже дальше продолжать собирать. Сюда заглушку бахнем. Ну что ж, подсоединяю 2 трубки, которые пойдут на механический кран. Грею феном писюнок и ответную часть. Есть. И это, кстати, заводское решение. Вот так вот запаковываются трубки и все. И держится. Ну как, держались. Не факт, что будут держаться, но думаю, будут. Одна большая проблема, точнее 2, это заглушить с той стороны. Мне нужно открутить фитинг с куском трубки и туда вкрутить заглушку. Также у нас плывет насос гидроусилителя, поэтому гидрач воет, плачет и просит долить жидкости. Вот. И еще необходимо нам поменять тоже вот эти шланги. Они уже страшненькие, вон там, видите, порепанные на топливную систему. Ну, одним словом,
Конечно, тут еще работать и работать. Глушитель нужно подварить. Видите, как он некрасиво здесь выглядит. Также нужно здесь разобраться с кулисой тоже. Чуть-чуть вырезать, загнуть, потому что когда включаешь заднюю, то борешься с интеркулером. Тоже неправильно. Очень много работы. Мелочевки столько. Ну, разберемся с воздухом. Потом будем продолжать дальше. Клеил наши манометры. И зацепил ногой, выломал их обратно и вмазал обратно. То есть, такое себе. И видите, проблема еще нарисовалась, то что выходы в бок. Вот, и, соответственно, можем расположить их только немножко под углом. Ну, неважно, это придало, наоборот, стиля какого-то итальянского. 20 лет на токарном заводе не прошли даром. Изготовил вот такие две заглушки. И изготовил два переходника с резьбы 16 на 1,5 на 12 на 1,5. Это нам нужно для того, чтобы запитать наши две подушки. Это последняя вещь, которую нам нужно запитать в пневмосистеме. Вот этот шланг и вот этот, они идут на подушки. Этот на правую, этот на левую. И нам нужно с этого шланга перейти на 8. И благодаря переходничкам нашим, которые я изготовил, мы это сейчас сделаем. Пытаюсь запаковать нашу конструкцию. И при разборке фитингов часто вот эта резинка, она уже негодная. Вот, и бывает этого не заметишь, а это очень важная резинка. Я тут подбираю с набора, у меня хватает их всяких разных. Это большая. Вот это, наверное, будет, да, идеально. Я уже решил вам показать вот такие мелочевки, которые, ну, скажем так, обычно опускаю. Так, 22. Тоже работа такая, которая требует очень-очень много усилий. Пока это все выточишь. Пока все соберешь. Опа. Есть. И вот здесь она у нас будет соединяться. Здесь же, наверное, сделаем и тройник тоже поставим. Вот, нам же нужен выход с подушек на манометры. Как они тут, кстати, застыли? Что очень плохо застывает этот герметик. Видимо, будет хорошо держать. Так, ну здесь то же самое. Вот он, мой переходник. Вот лежит. Сейчас тоже все запакую, сделаю. И должно бы работать. Сейчас проверим. Но это уже после обеда, такой ответственный, знаете, момент, когда нужно накачать воздух и убедиться, что все работает. Вот, это после обеда. Парни, вымучился я уже до невозможного. И конец дня, ничего я не могу поднять. Хочу поднять наше колесо, чтобы его накачать. Так не дело ездить, правильно? И смысла нету мне выставлять подушки, уровень пола, если машина вся криво. Еще у нас обломана шпилька вон там. Видите? Вот там. И из-под коллектора сочится масло. Также плывет солярка из вот этого шланга. И плывет масло из гидроусилителя. Вот. Это из таких нюансов, которые найдены. Большая проблема, которая существует, это утечка воздуха из подушки. Вот из этой. Что-то там не то. Вот тоже нужно будет разбирать, смотреть. Снимать подушку. И там то ли пьедестал подгнил, то ли что. Ну непонятно. Отсюда сифонит воздух. Воздух наш вроде бы как бы работает. Единственное, что нам нужно выставить все краны. Потому что вот такая ситуация, это неправильно. Делаем колесо сейчас. И после этого мы сможем отрегулировать, сделать тяги нормальные, посмотреть, что у нас там есть. И сделать сзади тягу тоже. Но тяги нужно делать на ровной поверхности, то есть, скорее всего, придется его загонять обратно в наш гараж. Вот. Здесь все работает. Это опустилось, сюда поднялось. Вот, здесь кран, все четенько, мазовский кран, прям чувствуется качество.
Пробуем взрывать колесо, но сначала опущу кабину на всякий пожарный, потому что в прошлый раз это было очень эпично. Дима, ты прячься с друзьями в кусты, а я сейчас буду пробовать. Готов? Всегда готов. Когда мы в прошлый раз взрывали колесо, многие из вас написали в комментариях, что мы это не профессионально делали. Согласен, такую работу правильно и лучше доверять профессионалам. Точно так же, как и с техническим обслуживанием вашего автомобиля. Его тоже лучше доверить специалистам. А если хотите найти лучшую стоимость и сэкономить на прохождении технического обслуживания, то заходите на сайт autospot.ru. Причем неважно, какой у вас автомобиль, старенький японец или новенький кореец, китаец, цены есть на все авто. На этом бесплатном сайте вам нужно лишь выбрать свой автомобиль и какое ТО планируется. Далее появляется карта с ценами и расположением сервисов. Зайдя на Автоспот, я был удивлен, что разница может составлять даже 10 тысяч рублей на одни и те же работы. А это немало. Причем тут все предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов, поэтому с гарантией у вас будет полный порядок. Выбираем подходящий для вас вариант и записываемся в 2 клика, чтобы зафиксировать за собой скидку. Ссылку на Автоспот я оставил в описании, а для того, чтобы скидки всегда были под рукой, можно скачать и мобильное приложение Автоспот, которое полностью повторяет функционал сайта. Переходите по моей ссылке в описании и пользуйтесь, а мы будем пробовать сейчас накачать колесо. Воздух. Все, пацаны, отходите. Это нифига. Фигня, короче. Слишком большая дырка. Так, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Сейчас заведем погрузчик. Он, кстати, стоит уже давно, очень давно. Я массу включил. Сейчас посмотрим, как он запустится. Ой, отвык я от него. Ну-ка, давай, родной. Ну, вы поняли, да? Дыма нету вообще. Я сам не верю в такой запуск. О, зарядочка пошла, все в норме. Юра меня убьет. Фонарики. Чуть не сломал фонарик. Жопа вывернется теперь. Все отлично. Ну я вам хочу сказать, нормально. Верткий погрузчик. Просто пушка. Все, сейчас зацепимся, да и сделаем. Наверное. Вот так зацепил. Ну и буду пробовать сейчас. Наверное, чуть-чуть назад сдам. Нужно приподнять.
хочет свалиться. А здесь некрасиво, правда? Моя задача поднять вот эту балку хотя бы, блин, вот, на 10 сантиметров. Мне не нужно здесь вывешивать сильно, поэтому думаю, Ханамак справится. Смотрим. Ну вот, Ханамак в очередной раз выручил, и мне не нужно будет сидеть с этим колесом и мучиться. Сейчас, я думаю, будет проще нам его обуть. Мой ресивер, друзья. И это совсем не смешно. Не смешно. Закончились мои нервы. Будем изготавливать пушку по вашим многочисленным советам. Из ресивера специально для шиномонтажа она нам постоянно пригождается. Так что будет нужная вещь. У нас тут движуха. Меняем шкварня на Вольве. Нам нужно изготовить пушку воздушную, потому что я уже устал, у меня закончились нервы, и решено сделать пушку, чтобы накачивать колеса. Старый компрессор, и сейчас буду варить. Юра сражается со шкворнем, сейчас будем выбивать. Он сейчас остынет, пока ты будешь крутить. Что, мне потом крутить ее? Давай. Не надо ее сделать. Ты что-то под левую руку бьешь. Тебе так удобно? Снял. Зачем было 2 часа мучиться, я не понимаю. Бяка. Снизу стоит втулка, а сверху подшипник. Ну и вся система, видите, он в виде такого конуса. Кто-то пытается поджимать его, да, его чуть-чуть можно поджать, но если у вас разбита нижняя втулка, то поджимать абсолютно бесполезно. А она всегда разбивается. Не разбивается этот подшипник, а разбивается низ. Так, у меня почти все готово. Хорошо, что вчера заехал в магазин, закупил штуцеров. Это называется сгон, по-моему, да? На языке водопроводчика. Также варил штуцер под наш манометр, чтобы знать, сколько мы накачали атмосфер. Это тоже важно, я так понимаю. Посмотрел в интернете пару видео, там вроде бы у них стоят манометры, чтобы, ну, видеть, знаете, чтобы контролировать. Вот, я тоже такой сделал наворот. Со старого компрессора взял манометр, сделал переходничок, выточил, и он должен сюда вкрутиться. Вот так. Через это отверстие будем накачивать, будем смотреть давление, потом берем в руку и вот через это уже будем выдувать. Первый раз, я думаю, будет очень страшно. Шиномонтаж — это всегда страшно и опасно. Юра уже уехал. Почему? Потому что здесь накосячили, гайку раздолбали и начали смотреть, а в самповском наборе, к сожалению, гайки нету. Вот Юра уехал, купит гайку и завтра продолжит. Я же завтра поеду в Могилев, там нужно мне Кирилла отвезти.
Вот, а у Юры сегодня день рождения, так что можете в комментариях его поздравить. Ему я тоже желаю крепчайшего здоровья, благополучия и удачи. Наверняка он смотрит это видео. Чуть-чуть под углом, потому что у нас же колесо всегда изогнуто. Может и неправильно, может. Как это работает? Накачиваем сюда воздух, давление. Ну, накачаем 5 атмосфер для начала. И потом резким движением делаем вот так. 4. 5. Наверное, хватит. Кстати, воздух нигде не травит. Хорошо, что я на производстве таких баллонов отработал 20 лет, и для меня проблемы не составило сварить идеально. Работает. Прикиньте. Или нет? Нет. Надо накачать больше. Мне показалось сначала, что сработало. Ну, сейчас накачаем побольше, так 7 атмосфер попробуем. Возможно, маловато объема нашего ресивера, блин. Вроде и садится, но вот здесь, видите, сифонит. Но, может, накачается. Сейчас посмотрим. Еще 1,5 часа я промучился, но я одеть его не могу. И понял, что все-таки у нас проблема здесь с диском или с колесом. Вот после того, как оно отлетело, оно уже не садится. Заднее попробовал, там у нас тоже спустило. Оно оделось сразу же, без вообще нюансов. Поэтому принято решение собрать запаску. Запаску установить временно наперед. Все равно сюда я хочу покупать новую резину. Это резина потресканная. Вот, так что собираем запаску и потом перекинем колесо. Вот такой объем работ нас ожидает. Других вариантов я не вижу. Вы подумали, что голова отлетела, да, у меня? Ну, еще чуть-чуть, и она отлетит, походу. Сейчас отдохну и добью это колесо. Одел колесо. Сейчас продую, промажу отработкой, накачиваю пушку. Я думаю, оденем вообще без проблем его. В общем, представляете, это колесо село, даже и не надо пушка никакая. Просто накачал и все. Главное, чтобы целое было. Ладно, пусть качается. Сейчас нам предстоит открутить вон те гайки. Все почистил, промажем мовилькой и можно устанавливать. Но, кстати, гайки, вот на удивление, они все смазаны были, шпильки, гайки. Колесо установил, болты зажал, даже его подкрасил, убрал уже домкрат и копошусь дальше. Поднял кабину, поднимал, чтобы, кстати, убрать домкрат. Подсоединяю краны уровня пола. Этот подсоединил. Он сейчас в режиме таком, что можно регулировать. Его немножко удлинил тягу. Ее нам не хватало. По заднему мосту здесь тоже нужно это все перешаманить. Видите, как здесь некрасиво выглядит. Задняя часть, по сути, уже готова. То есть у меня приварен вот здесь
специальный держатель для крана. Вот сюда мы накрутим 2 гаечки. Это мазовская тяга. Сейчас вам покажу. Вот надо с шайбами там накрутить. Не будем спешить. Вот наш кран. И вот так это все будет работать. Тяга еще одна у нас есть. Она как раз нам подойдет на вон ту деталь. Сейчас мы ее сделаем. Вот такая запчасть. Тяга регулятора. Вот номер вдруг вам нужен. Ну, качество хорошее. Насколько эта резина качественная, пока неизвестно. Ну, вот видите, оригинал МАЗ. Но на хомутах сэкономили. Могли бы покрасивее хомутики поставить. Ну что ж, собрал я все датчики. Здесь заменил. Здесь заменил, отрегулировал. Сзади тоже установил. Тягу пришлось отрезать. Все работает. Еще придется нам повозиться с этой системой, потому что сейчас машина стоит туда, под уклоном, там ниже у нас. И непонятно, как тут что должно быть. Вот, а в чем суть? Эти подушки, видите, полунакачанные. Выставляешь этот уровень, они приподнимаются и ослабляют эти. И наоборот, эти поднимаешь, эти ослабляются. Ну, в общем, нужно будет отрегулировать уже под нагрузкой. А еще очень большой косяк. Я здесь пока игрался с кранами уровня пола, не заметил, как поднялся пьедестал. И болт, вот здесь, который согнуло. И его там выломало, и теперь шипит подушка, и нам нужно ее снимать. А это, как вы помните, можно и день провозиться. Но на нижний пьедестал она одета, а на верхний будет проще одеть. Поэтому, думаю, нормально все будет. Чуть попозже этим займемся. Ну а сейчас покажу, как работает подвеска. Надеюсь, работает, но вариантов нет, она будет работать. Допустим, смоделируем ситуацию, что нам нужно загружать машину. Так, нам нужно поднять переднюю подвеску и опустить заднюю. Для того, чтобы поднять переднюю, нажимаем на рычаг. Это опустить, это поднять. Поднимаем. Так. Подняли. Перекрыли. Теперь заднюю. Опускаем. Опускаем. Вот таким образом наша машина опускается. Так. И у нас заезд почти прямой. Видите? Поэтому у нас и короткие заезжалки. Но он не прямой, вы должны помнить, что у нас здесь чуть выше. Как бы, ну, достаточно удобно. После того, как мы загрузились, мы возвращаем все в транспортное положение. Таким образом, вот чик и чик. И вся наша машина выравнивается и будет скоро готова ехать. Здесь опускается передняя часть, а задняя накачивается. Устраняю косяк, который я сделал. Выровнял болт. И там оказалась дырдочка. Естественно, лопнул пьедестал подушки, и поэтому спускала. У нас здесь травился воздух. Сейчас я это устраню, почищу здесь, и будет квестик маленький одеть все это обратно. Подключился чисто к ресиверу, запитывающему заднюю ось, и в принципе удобно работать, не надо запускать машину и накачивать все подушки. Чисто задние накачать и все. Так что сейчас беру сварочкой, заварю это все и продолжим заниматься Volvo. Шкворень на Volvo Юра собрал, все прошло нормально. Завтра предстоит еще замена водительской стороны, так что тоже потихоньку будем делать. В основном он делает сам, я ему помогаю, подхожу, ну так, по мере необходимости. Продолжаем заниматься нашим эвакуатором. Вчера с Юрой целый день провозились здесь, копошились, то, сё. Но результат есть небольшой. Заварили вот эту вот часть здесь у нас, если помните, была такая проеденная ржавчиной отверстие. Мы его заварили, подкрасили, все сделали четко. Также там у нас не закреплен стабилизатор, тоже с ним провозились вчера, но не совсем получается, обрезали резьбу. Вот, но перережу и заварим его, подварим, чтобы он держался. Ну, сделаем, одним словом. Вчера Юра здесь занялся запаковкой трубок, я, к сожалению, был вынужден уехать, но
Вот так вот все это запаковал. Аккуратненько, потихоньку, не спеша все запакуем, чтобы это все не терлось. И где-то есть места, на которые вот ложится трубка, то тоже вот так вот все заделали. Ну, здесь давайте тоже покажу. Вот так тоже запаковал все, Юра здесь занимался вчера. Все аккуратненько. Ну, здесь еще ничего не делали. Здесь будем делать сегодня. Вот. Это такая кропотливая работа, которую нужно прям не спеша и аккуратно делать. Также нужно сейчас будет подключить манометры наши. Заказал вот такие вот фитинги. Они идеально накручиваются на наши манометры. И можно будет подсоединять вот эти наши выходы. Вот такая вот у нас сегодня работа предстоит. Так что мелочевки вот эти отнимают настолько много времени. Ты просто даже не рассчитываешь на такое вот постоянное движение, и результат очень-очень невидимый. Вот. Разобрался со стабилизатором, решил трубки чуть-чуть отложить на потом и занялся сварочными работами еще. У нас проблема здесь по глушителю, вот одну латку сделал. И вот здесь у нас некрасиво все это было собрано, хомут, и как выяснилось, дырка есть сзади там. Вот. Сейчас буду снимать вот эту приемную трубу. Надеюсь, здесь ничего не обломаю. Вот надо открутить этот болтик, он по идее снимется. Там второй где-то, а даже и нету. Ну, открутим этот болтик, попробуем снять вот эту вот всю конструкцию. И заодно там у нас есть обломанная шпилька, если вы помните. Вот, туда попробуем приварить гайку. Ну, в общем, тоже попробуем там что-то придумать. О, пошел. Ну, ненадолго. Ну и вот такой глушитель с обратной стороны. Вот, чтобы вы понимали проблему. Пока снят глушитель, сразу же я решил и разобраться с нашей шпилькой. Нашел вот такую гайку под ключ на 19, помощнее. Вот, она каленая, и сейчас вот так вот ее обварю. Ну и попробуем выкручивать, что с этого выйдет, сейчас увидим. Наварил шпильку, сейчас будем пробовать, но опять я испытал шок. Загорелась, в общем, Volvo. Вот эта часть, которую я помыл очистителем для карбюраторов, и, видимо, там где-то накопилось, как вспыхнуло, как загорелось это масло все. Я давай опять тушить, но сейчас уже взял воду, поставил, то есть уже не так страшно, но поначалу, как обычно, какая-то тенденция у Volvo, пытается она сгореть почему-то. Тогда здесь загорелось внутри, когда мы варили, вот в этой части загорелось. И сейчас здесь уже что-то опять. В общем, какая-то у нас веселуха. Ну, ладно, сейчас попробуем крутить. Надеюсь, он пойдет. Взял ключ на 19. Фу! Так он вообще от руки. Ну, это не из-за того, что он тут нагрелся. А, видимо, он просто, ну, скажем так, не сидел там вкоревший. Ну, это хорошо. Сейчас я его выкручу. Подберем новую шпильку. Также там нужно вот ставить такое еще колечко переходное. Почистить его тоже. В общем, сейчас сделаем это, тоже хорошая новость. Вот болт, который я выкрутил. Но вставлять буду вот такой. Он, правда, под 12-гранную головку, но зато он очень прочный. Моторный болт, то, что нам надо. Занялся я глушителем. Огромное спасибо нашему другу и подписчику, который нам подогнал вот такие вольвовские трубы, гофру, фитинги. В общем, используем их. Огромное спасибо. Вот, еще шпильку пока не вкрутил. Сейчас буду вкручивать ее. Решил заняться глушаком. Глушитель сделал, все подогнал, обварил, все готово. Эту сюда вварил вот такой съемный фланец. Как правильно, у нас говорят флянец, у вас фланец. Сейчас моя задача вкрутить шпильку, но это прям не проблема. И собрать весь глушак. Вот.
когда варил, такой устойчивый запах идет дыма, вот как будто Volvo чадит, и ты вот это нюхаешь. Ужас. Ну, вроде сейчас уже нормально все. Собираем глушак и будем продолжать наш ремонт. Пока не знаю, скорее всего займемся все-таки пневмосистемой, уже допакуем все здесь и доделаем, подключим манометры наши. Вот, потихоньку, помаленьку доводим нашу Volvo до хорошего состояния, во всяком случае до рабочего состояния. Вот. Также заказал насос гидроусилителя, он должен, по идее, сегодня приехать, не знаю. Что-то никто не звонил, стрёмненько. Обычно транспортная компания всегда звонит заранее и предупреждает, что они приедут. Ну, посмотрим, будем надеяться, потому что наш плывет, и, соответственно, не было смысла нам и доливать жидкости. Поменяем насосик, дольем жидкости, и все будет четко. О! В оригинале. Пакистанский ремонт я знаю, но не хочу выкручивать соседнюю шпильку, чтобы убрать эту пластину. И закрутить туда пластину тоже возможности, к сожалению, не было. Там возник нюанс. Болт, который стоял там, он почему-то 9,5 миллиметров вместо положенных 10. Все болты, которые я смотрел, они десятки. И шаг чуть-чуть отличается. То ли здесь резьбы какие-то стрёмненькие, может, я не знаю, но вот такой нюанс возник, что обычную шпильку туда или болт обычный я закрутить не смог. И пришлось мне наваривать гайку наверх на обломанный болт и проточить потом, чтобы все это выглядело аккуратно и хорошо зажало. И очень хорошо зажалось, все четко. Но вот эта фигня, конечно, не очень красиво. Наверное, откручу я сейчас и сниму ее. Выкрутил болт и решил заодно вам показать. Вот смотрите, шаг прям чуть-чуть не совпадает. Ну, это 1,5 шаг. 1,75. Он тоже мимо. Видите? То есть, я не знаю, возможно, здесь какие-то американские резьбы или что на этих болтах. Но это прям, конечно, будет печаль, если так. Кто-то из вас скажет, что болт вытянутый, но дело в том, что он по всей длине равномерно, эти витки. И, ну, я вижу, что он не вытянутый, он просто с каким-то минимально отличающимся шагом. Все, закручиваю назад, потому что сердце мое не выдержит, если здесь будет это корявство. Все, зажал, теперь нету пакистанского ремонта. Сейчас перекусываю, мне на обед вот такие вот, это лаваш, ветчина с сыром. Галька делает такое, очень вкусно. Перекушу и будем закидывать глушитель. Все плотненько село, отлично. И здесь будет все классно. Ну, оцените глушак. Сейчас только зажму, а то сейчас развалится, а потом этот зажмем. Хомут тоже в комплекте был нам подарен, так что вообще будет четко все. Ну, здесь тоже заварил. Была небольшая дырочка, заварил все. Глушак собран. По-моему, я сегодня денек потратил не зря. 2 манометра нижних я уже подключил. Верхний у нас будет на переднюю ось. Этот на средний и этот на заднюю. Сейчас все это закручу. Вот. Наберем воздуха. И, конечно же, протестируем всю эту нашу конструкцию. Ну, надеюсь на успех. Потому что, ну, вроде я все правильно делал, но мало ли что, бывает всякое. Ну что, можете меня поздравить, все работает. Значит, у нас сейчас в средней оси вот 1,5 атмосферы. В задней оси нету ничего, потому что она поднятая. Но мы можем туда дать. Вот, видите, пошла. Вот сейчас 0,5 атмосферы. Передняя у нас запитана с другого ресивера, поэтому он не показывает. Надо накачивать воздух. А это я просто компрессором накачал ресивер. Что ж, так работает вся наша конструкция. Сейчас, видите, подушки подняты. Чтобы подушки вернулись в свое нормальное положение, я просто ставлю по центру. И, пожалуйста, они спускаются. Вот так это работает. Через краны оно спускает до уровня пола. Если я хочу резко спустить и много, то просто в левую сторону перевожу. Вот, и он пошел спускаться.
Это он уже спускается через выпускное отверстие крана. Ну, такая система вообще классная, я считаю, нормально, достойно. Мы сегодня вдвоем продолжаем нашу работу над эвакуатором. Сейчас ведем основной кабель, который будет питать сзади. Габариты, повороты, там все вот это. Здесь будет развилочная коробка. Вот, обжимаю провода специальным вот таким обжимочным инструментом. Клемки, все, ну, стараюсь сделать аккуратненько. Здесь у нас будет соединяться, это выход из машины. И пойдет, вот Юра уже просовывает белый провод, пойдет туда. Вот, там потом будем уже соединять. Тоже ставить розетку одну, которая будет раздавать направо и налево. Использую вот такие советские клемники. Посмотрим, что с этого выйдет. Потому что это всегда проблема. Всегда. Юра мучается на Вольве. Все постоянно окисляется. Просто уже сил нету с этим. Как с этим бороться? Хватит нам? Ну, почти. Давай, если что, ты просовывай, а потом, если что, продвинем. Хорош. Что-то чудишь. Хороший или прекрасен? Прекрасен. Вся проводка по эвакуатору запакована. Лежит вот там красивенько везде. Все прижато. Провода выведены на заднюю часть. Сзади розетка будет вот здесь тоже. Ну, раздаточная, скажем так. То есть от фонарей, подсветки номера и подсветки боковых огоньков. Завтра займемся установкой боковых огоньков, подгонкой, точнее, ее. Проводку закидывать будем. Но пока еще не уверен, стоит ли там закидывать проводку, потому что потом мы не сможем покрасить. Не знаю, ну, может быть, поспешное решение, еще подумаю. Сегодня же хочу сейчас пушечным салом задуть внутреннюю часть нашей рамы. То есть, чтобы здесь, ну, скажем так, было жирненько и ничего не ржавело. Сначала продую, сейчас пройду воздухом, потому что кое-где есть. Немного пыли, но есть. Лучше продуемся. Вот, и потом уже можно будет, в принципе, устанавливать площадку, потому что эта часть машины вроде как готова. Вот так выглядит рама после обработки пушечным салом. Но штука жестокая, застывает моментально. Но мы в условиях еще в таких работаем. То есть ей желательно обработать, конечно, летом. Но я думаю, будет классно она держать от ржавчины. Надеюсь. А ты что думаешь, Юр? Да, это же проверено опытом. Да? Годы тренировок. На год хватает, да? Ну, в автобусе дверь не сгнила. Да, мы когда-то... Автобус сгнил, а дверь нет. Мы когда-то в Богдане помазали и действительно держалось очень хорошо. Ну что, народ, на сегодня это все. В следующей серии мы обязательно продолжим заниматься нашим эвакуатором. Я думаю, мы уже покрасимся. Ну, искренне на это надеюсь. Серия выйдет уже в это воскресенье. Сегодня среда, вы смотрите. И вчера у нас был день рождения у канала, ровно 10 лет. Так что ваши поздравления жду в комментариях. 15 апреля 2015 года я зарегистрировал наш канал. Вот такая дата интересная. Вот. Ну и огромное спасибо за то, что вы поддерживаете нас на Бусти. Если у вас есть желание поддержать нас, то обязательно переходите по ссылке в описании. Подписывайтесь на Бусти, там тоже можно закидывать донатики, поддержать нас в нашем творчестве. Все, всем огромное спасибо за просмотр. Только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока.